Новая игра, которая находится в разработке из серии Ведьмак от CD Projekt Red, продолжает набирать ажиотаж и различные теории. Теории о том, что будет в этой игре, какого сюжета нам ожидать и кто возглавит пост главного героя. Все это поджигает в нас крупицу нетерпеливости. И хочется, чтобы игра как можно быстрее вышла. В сегодняшнем видео поговорим про новый так называемый Ведьмак 4 и посмотрим на то, как он может выглядеть в итоге на движке Unreal Engine 5. Плотва, иди сюда, едем к видео. Всем приятного просмотра, погнали! О том, что разработка новой игры из серии Witcher началась, CD Projekt оповестили еще 21 марта в своем твиттере, и информация распространилась по интернету максимально быстро. Сразу хочу ответить на один часто задаваемый вопрос касательно нового Ведьмака. Многие уже в курсе, что CD Projekt в этот раз сотрудничает вместе с Epic Games, и новая игра будет использовать другой движок, а именно Unreal Engine 5. Я не раз вижу комментарии о том, что это будет эксклюзив только для Epic Games Store. Игра целенаправленно разрабатывается для Epic, и все в этом роде. Так вот, спешу огорчить людей, которые это говорят. Действительно, компания разработчиков перешла на движок Unreal вместо своего Red Engine и тесно сотрудничает с Epic Games. Но это не значит, что игра будет выпущена только в Epic Games Store. Тому подтверждение пост в Твиттере, в котором разработчики написали, что не планируют делать игру эксклюзивной только для одного магазина. Также, помимо этого поста, есть и другие, что были опубликованы еще в тот день, когда оповестили о том, что игра находится в разработке. И, кстати, еще тогда, именно в этих постах, неоднократно указывали на то, что игра не будет называться Ведьмак 4. Многим уже не терпится посмотреть, как новый Ведьмак может выглядеть на Unreal Engine 5. Поэтому давайте прямо сейчас посмотрим. Авторы YouTube канала Teaser Play, что занимаются созданием концепт-трейлеров при помощи инструментов движка Unreal Engine 5, создали видео, в котором как раз таки и показали, как может выглядеть новый Ведьмак на движке Unreal. Данное видео уже прямо сейчас идет у вас на экране. Авторы видео использовали технологию трассировки лучей, а также такие инструменты движка, как Lumen, Nanite и MetaHuman. А инструмент MetaHuman способствует изменению и детализации персонажей. Важно понимать, что это видео сделано энтузиастами, и это никак не новый Ведьмак. Но примерно так мир из всем известной игры выглядит на новом движке. Больше всего меня зацепил вот этот момент из данного видео. Здесь явно видно, как отлично проработан свет, тени и объекты, особенно трава. Растительность просто завораживает, если честно. Будем надеяться, что в конечном итоге новая игра про ведьмаков будет иметь подобный уровень графики, или даже лучше, а при всем при этом будет оптимизирована и зачищена от багов. А то в случае с Киберпанком в первые дни релиза многие геймеры были разочарованы. Я считаю, что CD Projekt Red понимают их ответственность к новой игре серии Ведьмак, поэтому, скорее всего, они прилагают максимум усилий к этому проекту. После выпуска тизера 21 числа больше никакой информации по поводу нового Ведьмака не было со стороны разработчиков. И как бы интернет не являлся огромным источником информации, найти какую-то новую явную информацию по поводу этого проекта просто нельзя. На данный момент все, что было ранее сказано, просто повторяется и только лишь выдвигаются новые теории. А ко всему этому разработчики продолжают опровергать некоторые из догадок игроков, а на некоторые давать намеки. В одном из отчетов старший вице-президент по развитию бизнеса сказал такие слова: «Мы подождем гораздо ближе к запуску нашей игры, прежде чем начнем показывать такие вещи, как трейлеры, демо-версии или подробно рассказывать о механике». Одной самой популярной новостью по сей день является медальон, что изображен на единственном официальном тизере от разработчиков. Множество теорий и домыслов выдвигаются со дня выхода этого тизера. Что это за медальон, какой школе он принадлежит? Медальон, что изображен на тизере новой игры, относится к школе Рыси. Это подтвердил генеральный комьюнити-директор в том же твиттере, ответив на комментарий одного из пользователей, намекающий гифкой. Помимо теорий касательно тизера, ходят слухи о том, что в игру будут добавлены некие онлайн-технологии. Мультиплеер для новой игры про ведьмаков, предположительно, по словам со статей, может выйти в 26-м или 27-м году. Об этом я повстречал немало информации на различных порталах, включая польские. Слухи говорят о том, что мультиплеер будет постепенно вводиться в обе основные игры компании — Киберпанк 2077 и Новый Ведьмак. Сама серия игр Ведьмак — это однопользовательские проекты, но учитывая, что новый проект будет совсем новой игрой, то все может быть. Некие мелкие или даже большие сетевые интеграции возможны, а может и вовсе отдельная игра мультиплеер. Пока что об этом рано говорить. Давайте вернемся к такой теме, как главный герой новой игры. Кто же им может быть и что может собой представлять сюжет будущего проекта? Геральт. Всем известный персонаж, который покорил
сердца многих, и на нем акцентировано много внимания. История этого ведьмака и его друзей по сей день популярна. Я уверен, что это видео смотрят люди, которые перепрошли серию Ведьмака по несколько раз. Когда-то в 2013 году на одной из демонстраций были сказаны такие слова от одного из разработчиков третьей части игры. Мы не убиваем мир и не уходим от него, но мы определенно хотим сделать эту игру финальной по-крупному. Потенциально мы могли бы даже включить Геральта в более поздние игры. Любая другая белая волчица — это победа в нашей книге. При этом многие говорят, что игра вообще может быть связана ни с Геральтом, ни с Цири. Судя из данных слов, что я вам процитировал, лично я могу выдвинуть такую теорию, что в новой игре про ведьмаков мы сможем увидеть Геральта и Цири, так как это весьма возможно. Лично мне кажется, что главным героем действительно может стать нашумевшая Цири, которую, как ни странно, все выдвигают на пост главного героя. Но, конечно же, и есть большая вероятность, что это будет совсем другой герой. Если даже и будет совсем другой герой, скорее всего, всем известных Цири и Геральта мы все равно увидим в новой игре. А может быть и других персонажей из серии. Будет ли это часть сюжета или где-то в квесте, а может и просто скрытая пасхалка. Но я считаю, что разработчики обязаны напомнить игрокам о таких персонажах, что остались в наших сердцах. Это даст много крутых положительных эмоций. Касательно сюжета новой игры ничего сказать не могу. Это может быть все что угодно. Догадок и теорий просто туча. Совсем новые приключения Цири или вообще другого ведьмака, о чем мы уже говорили с вами ранее. Но также есть еще один немаловажный вопрос, что интересует всех нас. Это то, когда же выйдет игра, какого числа и в каком году. Так как никакой информации подробной о проекте нету, мы можем только предполагать и строить эти предположения на основе выхода других игр от CD Projekt. Зная, что тот самый Ведьмак 3 разрабатывали 3,5 года, а Киберпанк дольше, то можно предположить, что игра выйдет не раньше, чем в 2025 году. Еще раз вернемся к тому факту, что разработчики просто должны приложить все усилия к созданию новой игры про ведьмаков и параллельно поддерживать свои проекты после не особо удачного релиза Киберпанка. Польские аналитики провели анализ и давно выпустили статью на таком портале, как Stockwatch. Эти аналитики подтверждают мою догадку о том, что игра ожидается в 4-м квартале 2025 года. Но также они добавили, что новая игра получит 2 платных DLC. Какие именно это будут DLC, сюжетные или косметика, неизвестно. Если сюжетная, то это напоминает Ведьмак 3 с его дополнениями Кровь и вино и Каменные сердца. Что ж, друзья, я считаю, что это самая важная и интересная новость касательно новой игры от CD Projekt Red. Все очень расплывчато, нигде нету четкого ответа, что будет. Нам нужно просто ждать и понимать, что игра находится в разработке. Это самое важное. Как поклонник серии игр про Ведьмака и книг Анджея Сапковского, я очень жду новую игру с этой вселенной и буду следить за новостями. Если появятся действительно важные и официальные новости, мы обязательно об этом поговорим в новом видео. А на этом сегодняшнее видео подходит к концу. Всем большое спасибо за просмотр. Я стараюсь ради вас укомплектовывать и отбирать самую важную информацию, поэтому жду от вас поддержку в виде подписки на канал и лайка под видео. Все самые важные ссылки есть в описании. До встречи в новых видео. Бай-бай.